Иерусалим – город, где переплелись вера политика и древние камни. Здесь на стыке легенд и науки, на фоне храмов и переиначенных историй, время иногда сдвигает привычные границы между легендой, после легенды и фактом. В центре этой истории гробница Господня в храме гроба Господня и таинственная пещера в Тальпиоте, чье существование стало неожиданным поворотом для ветхих представлений о 2000-летиях веры. Что было найдено под плитами и камнями? Каковы сигналы времени, которые дают нам древности, и насколько они согласуются или расходятся с заветами хроник и традиционных свидетельств? Статья расскажет о ходе событий, научных открытиях и глубинных сомнениях, которые сопровождали это уникальное археологическое расследование. Иерусалим уже давно не только религиозный центр, но и арена конфликтов, высокой политики и человеческих историй на фоне тысячелетий. Храм гроба Господня – это лабиринт часовен, сводов и алтарей, каждый из которых хранит собственную память о распятии, погребении и воскресении. Этот храм пережил множество реставраций и перестроек за 17 веков, от эпохи крестоносцев до современного управляемого баланса между конфессиями. Именно здесь, в этом молчащем узле веры, многотрудная история пытается найти свой путь через камни и свет свечей. По преданию, именно здесь Иисус Христос был распят, здесь же, по преданиям апостолов, погребен и воскрес. Но место, где сосредоточено столько веры и столько человеческих сомнений, никогда не остается неизменным. Ремонтные работы, дерево-перегородки и паломнические маршруты – все это становится частью живой мозаики, которую археологи, историки и религиозные деятели пытаются прочитывать заново в каждую эпоху. Веками 6 христианских конфессий не могли прийти к единому мнению о формате ремонта и обновления храмовых пространств. Это не только спор по техническим вопросам, кто и как будет восстанавливать, чем заменить утраченные реликвии и как обеспечить доступ паломников разных конфессий, но и вопрос о том, как сохранить целостность древних слоев, не нарушая духовную составляющую места. В 2016 году Кувуклия, место погребения внутри большого комплекса, начала заметно дряхлеть. Землетрясения прошлых лет, дым свечей и давление толп паломников превратили ее в уязвимый узел. Израильские власти вынесли ультиматум: либо церкви найдут компромисс между своими нуждами и безопасностью объекта, либо храм может оказаться закрытым. Этот кризис объединил научную со скоростью времени и настойчивостью дипломатии. Храм должен сохранять свою духовную функцию, но науке нужно было дать шанс увидеть, что под плитами действительно хранится. Чтобы понять происходящее и не повредить святыню, на помощь пришла команда ученых Афинского национального технического университета. Их задача звучала амбициозно: не просто обследовать, но и, если возможно, разобрать гробницу до основания, чтобы заглянуть внутрь и понять ее устройство и подлинную историю. Но распорядок был строгим. Нужно было найти способ действовать бережно и безопасно. Использовались современные технологии, георадар, чтобы увидеть скрытые слои под плитами без их разрушения, беспилотники с тепловизорами для обнаружения скрытых полостей и потоков тепла, лазерные сканеры для трехмерного изображения структуры внутри и вокруг погребального ложа. Эти инструменты позволяли не только увидеть внешний контур подземной части, но и проследить состав штукатурок, расположение крипт и возможное присутствие ранее скрытых артефактов.
26 октября 2016 года команда начала осторожное снятие слоя за слоем. Они сдвинули поверхностную мраморную плиту и нашли слой строительного мусора, который держал в себе память о неких реконструкциях и временных подходах к храму. Под мусором обнаружилась серая плита с трещиной, которая, как оказалось, была установлена еще в XII веке крестителями в рамках восстановления после тех периодов. Далее под этой серой плитой стала видна оригинальная погребальная скамья из известняка. Та самая погребальная полка, на которой, считалось, лежал гость из древности. Фиксировались каждую деталь и каждый миллиметр, от формировки камня до специфики раствора, который пытался скреплять плиты. Свидетельствовались доказательства того, что мы говорим не просто об очередной реконструкции, а о настоящем погребальном лажере, чьи следы позволяют сопоставлять географии и эпохи. Команда зафиксировала и документировала каждый нюанс найденного ложа. Профессор Марапулу взяла образцы раствора, чтобы провести датирование и понять временные рамки постройки. Гробница была запечатана вновь, но расследование только начиналось. Застарелые тайны еще ждали своего часа и своего свидетельства. Особенное внимание уделялось датировкам. Был применен метод оптически стимулированной люминесценции ОСЛ для определения возраста верхнего слоя раствора. Результаты показали, что верхний слой датируется серединой XVI века. Но самые удивительные данные скрывались под ним. Слой раствора, лежащий непосредственно на оригинальном погребальном ложе, дал иные значения, которые не соответствовали ни XII, ни XI, ни X векам. Это заставило ученых перепроверить оборудование, методики и сами гипотезы. Ведь это означало, что объект может уйти дальше по времени, чем предполагалось. Когда приборы зашумели своим сигналом, результат стал ясен, датирование указывало на 345 год нашей эры. Это означало, что под плитами обнаружено погребальное ложе, которое, по всей видимости, имеет прямую связь с первым периодом христианской эпохи. Временем, когда римские чиновники при Константине Великом начинали оформление и легализацию многочисленных сакральных мест. Вопрос о том, была ли это именно гробница Иисуса, смещался в сторону новой гипотезы. Возможно, под храмом не держится реальная гробница Христа, а имеется второй, ранний сакральный объект, который впоследствии был задокументирован как часть другой культуры и времени. В рамках исследования также был отмечен факт: из 10 найденных ассуариев 1 пропал. Появлялся вопрос: возможно, пропавший сосуд был ассуарием Иакова, тем самым из семейной цепи, где Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса, был найден позже. В 2002 году находка с надписью «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса» снова подняла резонанс. Управление древностей назвали подделкой, но впоследствии суд принял решение, что владелец не виноват в мошенничестве. Это событие само по себе стало лабораторией для изучения методов датирования, этики археологических расследований и культурной памяти. Одним из самых спорных и обсуждаемых эпизодов стало сравнение патин ассуария Иакова с патиной темного слоя, найденного под гробницей Тальпиот. Результаты анализа подтвердили, что химические свойства покрытия совпадают, что усилило гипотезу о том, что 10-й ассуарий, найден в Тальпиоте, может быть тем самым, который пропал в ходе предыдущих раскопок. Это не доказало ничьей правоты, но добавило в картину нового цвета, оттенок, который заставляет историков и археологов снова вернуться к старым свидетельствам и новым данным. Таким образом, получились две разные линии.
храм гроба Господня и находка в Тальпиоте. Первое место в целом согласовано с устоявшимися традициями и археологическими методами, но без полной уверенности в наличии костей. Вторая же находка в Тальпиоте оказалась предметом ожесточенных дискуссий. Существует ли связь между двумя объектами и какие доказательства говорят в пользу одной версии, а какие против нее? Официальная позиция Управления древностей Израиля и подавляющего большинства археологов остается скептической по отношению к тому, что Тальпиот может быть настоящей гробницей Иисуса, хотя и не отвергает возможность существования другой погребальной памяти раннехристианской эпохи. Расследование Си, проведенное учеными по имени Самхи и Кэмерон, условно названные так, поставила под вопрос устоявшиеся свидетельства и стимулировала дальнейшее изучение. Вопросы к перезахоронению и полевым заметкам тоже становились предметом анализа. Кости не проходили ДНК-анализ и не были полноценно сопоставлены с контекстом, что оставляло пространство для сомнений. Наука в этой истории выступает как строгий инструмент, умеющий распознавать временные пласты, химические составы и архитектурные решения. В то же время вера остается тем местом, где человек ищет смысл и пытается связать камни и легенды с человеческими судьбами. С одной стороны, существование двух гробниц заставляет пересмотреть некоторые догмы и подходы к реконструкции истории раннего христианства. С другой стороны, отсутствие прямых костей и явных подлинных артефактов вынуждает хранителей веры и ученых признать, что истина может оказаться сложной и многослойной. Такова история двух гробниц и двух миров – археологической науки и религиозной памяти. Тайны, возможно, сохранятся еще долго. В чем именно заключалась первоначальная функция Тальпиотской пещеры, почему один из ассуариев пропал, каковы точные записи древних мастеров-подрядчиков, отвечавших за реконструкцию храмов, все это остается открытым вопросом для будущих исследований и переосмыслений. Что, если две находки действительно связаны между собой не напрямую, а как две половинки одного блока памяти, каждая из которых освещает отдельный аспект эпох? Возможно, в этом и состоит урок времени. Вера и наука могут не сойтись в одной картине, но они непременно дополняют друг друга, заставляя нас смотреть глубже на то, что казалось очевидным. В любом случае, тайна двухтысячелетней веры продолжает жить. И как бы ни развивались события, вопрос о том, что именно скрывают две захоронения и как именно их следует интерпретировать, остается открытым. Мировая история снова и снова напоминает: истина не кошелек, а карта, по которой мы идем, используя свет науки и огонь веры, чтобы не потеряться среди камней прошлого и тишины его храмов. Дорогие зрители, делитесь своим мнением в комментариях. Что, по вашему мнению, скрывают две находки? Гробница Константина и та самая, обнаруженная в Тальпиоте. Верно ли предположение, что две части одной истории могут быть найдены одновременно, либо мы имеем дело с двумя разрозненными повествованиями, которые требуют совместного прочтения?